Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем с вами наращивание ногтей верхними формами при помощи геля. Да-да, при помощи геля. Если вы еще не делали такое наращивание, то после этого видео у вас обязательно все получится. Также мы выполним летний вариант дизайна. Что уже у нас здесь? У нас здесь ногти, сделан маникюр и также добавлена ногтевая пластина. Далее, что нам нужно сделать, это обезжирить. Мы протираем ноготочки клинсером при помощи безворсовой салфетки. Очень тщательно. Далее, для того, чтобы более тщательно очистить подкутикульное пространство, я беру микробраш. Про микробраш я уже писала в своем инстаграм. Кстати, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Для чего я использую микробраш в маникюре. Вот так я помпу наполняю клинсером, обмакиваю микробраш в жидкости и прохожусь под кутикулой, убирая, так скажем, пыль из-под кутикулы, чтобы она нам не мешала покрытию. Это на самом деле очень удобно, и не все щеточки хорошо убирают там пылюшку. Так что вот пользуйтесь таким лайфхаком, если вы его не делали. Далее мы берем дегидратор и проходимся дегидратором. Если у вас дегидратора нет, то можно опустить, так скажем, это действие и нанести праймер. Вот я написала, что такое дегидратор, многие спрашивают. Наносим на всю ногтевую пластину, можно даже зайти на кутикулу для того, чтобы ее хорошенько обезжирить. Далее я наношу праймер, втирающими движениями наносим. И чтобы у вас не было слишком много праймера, за этим тоже следите. Я наношу по-разному. Бывает, я наношу прямо до кутикулы, а бывает наношу наполовину ноготка. В этом как бы не вижу какого-то сильного, так скажем, значения, потому что у меня и так хорошо носится. Вы, в общем, как вы любите, так и наносите праймер. Я просто иногда до кутикулы не дохожу, чтобы сильно не заливать кутикулу и чтобы туда потом база не затекала. Далее я наношу базу, это база Роники, она вообще сделана для того, чтобы можно было выравнивать ногтевую пластину, но я наношу ее втирающим движением. Я уже тестила ее и показывала, делала распаковку этой фирмы, поэтому обязательно перейдите и посмотрите это видео, если вы еще не смотрели. Она мне очень понравилась по свойствам, она хорошо гнется и при этом достаточно жесткая. Но здесь нам нужно просто какую-нибудь хорошую базу под наращивание для того, чтобы сделать хорошее сцепление с ногтевой пластиной. Итак, сушим мы базу 30 или 60 секунд. Она подходит для ОФ и LED ламп. У меня лампа гибридная. Далее я беру свои любимые верхние формы от True Nail. Это такие миндалевидные формы, здесь 11 размеров. Вот так выглядит самый большой размер. И самый маленький, если честно, он очень прям маленький, очень узенький. И тут мне мало какие формы подходят. И я думаю, для совсем малышек каких-то сделано. Но вообще, как бы я ими могу наращивать. Вот я подобрала формы. Если вы, кстати, не умеете правильно подбирать формы, то у меня есть видео, как подбирать формы под ваш ноготок. Обязательно переходите и посмотрите это видео. Вот, а тут я уже объяснять это не буду, я просто покажу, что вот так я смотрю, какую длину мне делать, примерно прикидываю и делаю чуть-чуть больше, беру вот такую кисточку и берем наш гель Роники цвет 020, это такой молочный плотный оттенок. Мне гель у них тоже понравился, и смотрите, берем такую капельку, ставим чуть ниже, чем нам нужна длина, и далее эту капельку двигаем вверх для того, чтобы создалась красивая форма. И все, и далее мы двигаем уже к кутикуле, так скажем, сдвигаем гель на нет, то есть там около кутикулы геля должно быть минимально. И обязательно пройдитесь по боковым сторонам, чтобы там гель тоже присутствовал, это нужно обязательно. Посмотрите, переверните типсу, посмотрите, есть ли у вас на боковых сторонах гель, если нету, обязательно дополните. Если есть какие-то пузырики, берем тоненькую кисточку и протыкаем этот пузырик, подправляем, если что-то нужно, и все готово. Эту форму мы потом подставляем близко к кутикуле, но я около кутикулы все-таки не ставлю. Ставим форму, прижимаем прищепочкой прозрачной и прижимаем именно то место, которое соединяется с ноготком.
то есть на самый краешек ставим прищепку, чтобы оно прижало в этом месте и там не образовывались пузырики. В общем-то и все, эта прищепка нужна для этого. Без прищепки, наверное, именно с гелем работать вам будет очень сложно. Далее я беру тонкую кисточку и вот этот наплывчик распределяю очень ровненько, чтобы мне потом просто меньше пилить. И пытаюсь разгладить так гель, чтобы вообще пилить почти ничего не пришлось. Если честно, если у вас гель достаточно хорошей консистенции, то у вас все просто получится замечательно. Далее мы сушим 10 секунд, и после просушки мы делаем зажим. Зажимаем нашу форму, чтобы она была более такая красивая, более зажатая, и арочка была. Хотя вот в этой форме она не обязательно нужна, но я все-таки делаю это движение, так скажем. И далее сушу уже полное время. После просушки полного времени я просто приступаю к следующему ноготку. Все для чего? Чтобы не создавать пыль. Чтобы не пилить ничего, ни форму, ничего, просто оставим этот ноготь так и займемся другими ноготками. Когда мы уже сделаем все 5, я уже перехожу к тому, чтобы что-то опиливать. С этим ноготком, конечно же, мы делаем все то же самое. Мы зажимаем, смотрим и далее просушиваем полное время. Также берем следующую форму для следующего ноготка и то же самое все делаем. Протыкаем пузырики, не забываем. Подставляем, прищепочку надеваем, чтобы фиксировать, да, форму. Кстати, смотрите, чтобы у вас не перекосилась форма, обязательно переворачивайте ноготок на себя и смотрите, чтобы у вас не перекосилась форма, потом это будет очень сложно исправить. Раскладываем гель. На самом деле это наращивание делается достаточно быстро. Но вот в этих формах, именно миндалевидных, не хватает объема сверху. Так что я обязательно буду после этого действия, так скажем, делать еще, дополнять гелем сверху. Иногда я беру, когда в каких-то случаях я не гелем выравниваю, а базой. И это тоже ничего плохого. Единственное, такие ногти долго носить не нужно. Нужно быстрее делать коррекцию, потому что апекс уже сместится и, в общем, плохо будет держаться. Я рекомендую недолго носить такие ногти, если мы делаем базу сверху вместо геля. Вот. А сейчас я буду делать гель, тоже сейчас все покажу. Вот так убираем липкость, потому что липкость только у нас под ноготочками. Далее беру вот такую тоненькую фрезу, твердосплавную, ставлю 10-15 оборотов, 1000 оборотов, конечно же, и выпиливаю. Иногда вот эти вот наплывчики сами отходят, но я все-таки стараюсь их вот так вот просто так не убирать ручками, потому что может отслоечка пойти. Поэтому я беру фрезу и аккуратненько прохожусь фрезой и убираю вот эти наплывы. Они замечательно убираются. Кстати, из-за того, что мы не так близко к кутикуле сделали, то можно вообще это пилочкой даже убрать, если у вас этой фрезы нету. Меня многие спрашивают, можно ли снизу выпилить как-то, если фрезы такой тонкой нету. Ну, можете взять пламя, фрезу пламя, попробовать синей насечки, либо зеленой, если у вас есть, и попробовать ей. Единственное, она будет забиваться, поэтому чистите ее от бафик. Вот, далее мы делаем длину, да, какую нам нужно, и форму. Далее мы протираем наш ноготок клинсером обязательно. Убираем всю пылюшку. Можно, кстати, пройтись микробрашем под кутикулой еще разочек. И наш ноготок готов к тому, чтобы покрыть сверху гелем. Далее я не наношу никакую базу, ничего, я просто промазываю тонко гелем, этим же молочным. И на непросушенную, так скажем, подложку я уже большую капельку ложу и выравниваю. Далее помогаю себе тонкой кисточкой подвести все близко к кутикуле. Выравниваю, переворачиваю ноготок и сушу полное время. Все то же самое проделываю и с другими ноготочками. Убираем вот эти наплывчики очень аккуратненько. Если вы новичок в этом деле, то рекомендую все-таки сильно кутикулу не убирать перед таким наращиванием. Но, если честно, я когда не убираю кутикулу, мне, если честно, неудобно. Неудобно мне это делать, наращивание. Я аккуратно, и поэтому я уже с полным чистым маникюром делаю себе такое наращивание.
очень легко все убирается, у меня под ноготками все чистенько, и вообще у меня уже так получается наращивать, что вообще все идеально почти, и убираются только чуть-чуть. Нужно только немножко усилий, чтобы что-то там убрать. Вообще мне нравится такой эффект, и я планирую записывать курсы по наращиванию верхними формами. Если честно, мои видео, у меня очень много видео про наращивание верхними формами при помощи геля. Также и акригеля, вы можете посмотреть, перейти на мой канал. Там есть даже клипы такие, что там про наращивание верхними формами. Обязательно перейдите, посмотрите. Вот, если вам интересует, как бы, такая тема вас очень интересует, переходите и посмотрите. Вот, но вообще я думаю, что я очень много информации даю даже на этих видео. Ну, представьте, что будет на курсах. Так что вот. Далее мы делаем то же самое на других ноготочках, выравниваем поверхность. Помогаю всегда себе тоненькой кисточкой. Все выравниваю. Подвожу близко к кутикуле. Ну, гель не обязательно прям сильно под кутикулу уводить, оставляйте там 1 миллиметр. Сначала я промазываю тоненько, делаю, так скажем, мокрый пол, называется, если себе так представить. И далее капельку геля распределяю и сушу полное время. Тут уже поджимать ничего не нужно, но если вам это необходимо еще, вот вы чувствуете, что можно поджать и ноготок раскрытый, да, то вы можете поджать. Эти формы, у них нету сверху сильного апекса, поэтому в любом случае я наношу что-то сверху, именно миндалевидные. Есть другие формы, у которых есть хороший выраженный апекс, у этой формы нету апекса, поэтому нужно докладывать гель сверху. Сейчас мы выполним вот такой интересный дизайн летний. На самом деле выполняется очень легко и просто. Мы берем вот этот гель цветной от Роники KE60, добавляем к нему топ без липкости, тоже от этой фирмы, капаем и смешиваем этот цвет красивый, он такой коралло-красный цвет, мы его перемешиваем. Старайтесь, чтобы не сделать много пузырей, хотя на самом деле в этом дизайне не так важно, что есть у вас там пузырьки или нету. И вот отдельно капаем этот топ, он нам тоже пригодится. Далее берем вот эту же кисть для геля, которую я использовала, она просто очень мягенькая и хорошо распределяет вот эту массу. Мы ее наносим на ноготок, и нам здесь не важно, чтобы было какое-то там ровное идеальное покрытие, это не обязательно. Далее беру дотс и набираю на него этот топ. Старайтесь немножко набирать, потому что эти капельки, они все равно разъедутся, распределятся друг на дружку, так скажем. То есть они ставим их с каким-то отдалением друг от друга, эти вот капельки, потому что они все равно сплывутся вместе, пока вы проставляете другие капельки. Далее сушим полное время и покрываем, выравнивая топом сверху. Я этим же топом покрываю сверху, он подходит для выравнивания небольшого. Он без липкости, поэтому можно сразу после просушки на нем начать рисовать. Рисую я краской от Artex, это белая гель-краска. Она без липкости, поэтому ее топом не придется покрывать. Она хорошо носится, и она мне очень нравится, так что рекомендую. Я ставлю себе наметку, эту палочку, да, и далее от самого главного листика посередине иду вниз, спускаюсь. Они должны быть примерно одинаковые, все листики. Не должно быть такого, что вначале маленькие, потом длинные, да, какие-то. Нет, они примерно одинаковые должны быть. Тогда будет очень интересно выглядеть. Ставлю такую капельку и тяну ее вниз. И только после этого я уже делаю палочки к ним. То есть от самой главной линии я делаю такие веточки, либо от самих листиков. И обязательно соединяйте ее со стебельком, чтобы они не висели в воздухе. Все, просушиваем полное время. Еще, кстати, я проставила точки, чтобы добавить, так скажем, этому дизайну интересности такой.
Очень красиво выглядит этот дизайн, мне он очень понравился. Также классное наращивание, пробуйте, экспериментируйте. У меня многие, кто смотрели мои видео, уже сейчас классно наращивают такие ногти на верхние формы. Поэтому попробуйте, я думаю, у вас тоже получится все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока. Я жду от вас комментарии по поводу этого дизайна и этого наращивания.